Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Namaste. Многие уже хорошо знакомы с нами, но для тех, кто смотрит в первый раз, я в двух словах скажу, что Арчена – это ясновидящая из Индии, это древняя богиня, воплощенная ныне на земле. В наших выпусках мы рассказываем о самых важных событиях, которые происходят сейчас на планете. Арчена путем глубокой медитации с соединением высшим божественным истоком получает правду, истину, ответы на самые важнейшие вопросы, волнующие нас сейчас, и делится этим с вами. Сегодня главная наша тема, мы поговорим о настоящем и будущем Европейского Союза. Все это напрямую касается России и всего нашего континента. Итак, мы поговорим сегодня о Европейском Союзе. Ни для кого не секрет, что одной из главных проблем Европейского Союза является рост числа мигрантов, неконтролируемый абсолютно процесс, который вышел из-под контроля, и эта проблема сейчас очень сильно волнует и жителей Германии, и Франции, и очень многих в Европейском Союзе. Хотелось бы узнать, процесс этот остановится вообще, или он так и будет нарастать, и к чему он в итоге приведет. My question about migrants. They grow unlimited, they grow out of any rules. So what it will lead for Europe Union in future? There will be flow of immigrants to these countries, and it will be continuing. Это будет продолжаться, этот процесс. What this will lead to? I see there is a major destruction waiting for all these countries. There is a lot of chaos, a lot of upheaval. Я вижу, что это приведет к очень печальным последствиям, это приведет и к переворотам, и к разрушениям большим. And this is also because European Union itself, it is a very solid structure. Потому что Европейский Союз, это основательное собрание. But this was built on the shaky foundation. Но это было построено, все это собрание, на зыбком таком фундаменте. So all the goals and all the ambitions, they were built on these false premises. Все, что было построено, создано, вся база под этим была очень шаткой. So this will take only one bolt of lightning to crash everything. Будет достаточно одного мощного удара молнии, чтобы все развалилось. So the energies are indicating that whatever they have made up until now, these things will have a very drastic and major changes. Я вижу, что все, что было создано, построено, это в будущем это ждет кардинальные, радикальные перемены. And they will be facing a lot of chaos and destruction. Я вижу безумие, я вижу разрушение. It's a kind of like paradox here. Whatever things they have built up, which they have built up till now, they have done for the good cause, but this cause has an equal effect. It's like a boomerang. Я вижу, что все, что было построено до настоящего времени, оно имело свои какие-то хорошие причины, но у этих процессов есть обратная сторона, которая бумерангом возвращается. And this change which is coming towards European Union, it's something so massive, and this is designed in such a way that failure and destruction. Эти процессы, они имеют обратную сторону, сторону, которая имеет разрушительные последствия. So this change is here. This change is present here to cause this destruction and chaos. И эти перемены приведут к безумию и к разрушительным последствиям. В последние годы мы наблюдаем все
усиливающийся конфликт между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Иногда кажется, что бывшие соратники вот так разругаются, что будут скорее врагами. И все-таки что в этом плане Арчена видит в будущем? Will United States and Europe in future will be still friends, partners, or there is some problem waiting for them? What do you see about this? There are many things hidden here. Многое спрятано от глаз здесь. There is a lot of mental confusion which is going behind the doors, closed doors. Очень много различных ментальных проблем идет за закрытыми дверями. And the future relationship between these partners, it's a very difficult time is waiting for these two countries. И эти стороны в будущем ждут трудные времена. Because there's a lot of fear energy which is coming in the relation between these two countries. Я вижу много страха, который спрятан под этими отношениями этих двух сторон. And the relation which they have projected onto the world until this time, it was the energy of projection was that it was built on the mutual respect and equality, mutual equality. То, что они показывают миру, эти стороны, то, что якобы это базируется на взаимном уважении, на равенстве. But this is just an illusion. Но это на самом деле иллюзия. The fact, because energies they never lie. В настоящем, поскольку энергия никогда не врет, the vibration what I'm picking up here is that from the very beginning, this relationship between these two countries, вибрации, которые я вижу изначально между этими двумя сторонами, this was built on a false foundation. This was built on their own advantage. Каждый, конечно, искал в этом союзе свой интерес. And the more energy from the Germany side, which I picking up, is that they built this relationship with USA. It was based on fear. И то, что я вижу изначально, это было построено, на самом деле, особенно со стороны Германии, на большом страхе перед США. And there is no any deeper foundation for this two relationship to really to flourish and to blossom. И нету никаких оснований, чтобы эти отношения, они действительно распускались, расцветали. This relationship is very 3D. Это только все на видимость вот так показывается. And also the energies, what they're showing me is that this relationship was built on the base of deception. Я вижу, что изначально было много лживой энергии между этими сторонами. Eventually, this relationship between these two counterparts, this will be bringing a lot of despair. В конце концов, я вижу, что эти отношения приведут к очень сильному отчаянию, разочарованию. And this relationship will bring a lot of disappointments. Очень много разочарования я вижу в этих отношениях в конце концов. The current status of this relationship is currently in the transition mode now. В настоящий момент эти отношения находятся около своего поворотного периода. Change of attitude is so much needed here. Перемены в этих отношениях абсолютно необходимы. And more they will be seeing false impressions how this relationship was built on. И далее больше и больше будут обнаруживаться вот те ошибки, которые были созданы при создании этого союза. And also they will be seeing that this relation was built on the lack of faith, which will be very much visible. И будет заметно все больше, что эти отношения были построены на отсутствие доверия, и это все более и более станет заметно.
And also the vibrations are showing that it's a very challenging time for these countries now. Также вибрация указывает, что это очень определяющее такое время вызова для этих стран Европейского Союза. And there is more potential that these relationship will not sustain for a long time because it is already in the transition now. И все указывает на то, что эти отношения в будущем уже не будут теми, которые были прежде, они находятся у момента своих перемен. And eventually, each of these countries, they have to learn lessons through this deep crisis, which will be happening. И в конце концов, страны должны будут сделать свои уроки, свои выводы получить из этого события. And also, there will be a lot of false impressions which was made between these two countries. They will be coming more and more to the surface, and which will be more visible. И все больше и больше будет выходить наружу та ложь, которая была между этими сторонами. And in this relation, eventually, I see that Europe will be left out in the cold. И в результате я вижу, что Европа, она будет сама по себе. Что ж, сегодня много мы узнали интересного о Европейском Союзе, о настоящем и будущем. Узнали мы также о том, что поток мигрантов в Европу будет только возрастать, и приведет это к очень тяжелым последствиям, к безумию, к беспорядкам, конфликтам и очень деструктивным процессом приведет, к сожалению, эту Европу. Что нарастает также противоречие с основным союзником в лице США все больше и больше. В результате Европа и даже, можно сказать, каждая страна в отдельности будет больше сосредоточена на отстаивании собственных интересов. Давайте поблагодарим за обширную информацию сегодня Арчену. Спасибо, Арчена. Спасибо. Еще о очень многом интересном нам предстоит поговорить, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших следующих видео.